Всем привет! Сегодня в ролике поговорим про Atomic Heart. Давно хотелось собрать всю важную информацию об игре в одном ролике, разобрать референсы к другим проектам, которых в Atomic Heart предостаточно. Постарался собрать для вас все самое важное, а также поделюсь с вами своими ожиданиями от игры и, возможно, даже опасениями. Так что давайте без лишней воды, если вам ролик понравится, то с вас лайк, подписка и комментарий. Поехали! Atomic Heart — это экшен от первого лица, в котором в качестве оружия можно использовать как огнестрельное оружие, так и оружие ближнего боя. По завязке сюжета ваш герой — это майор КГБ с нестабильной психикой, который проникает в большой исследовательский комплекс, где, мягко говоря, все вышло из-под контроля. И ваша задача прекратить все это и параллельно разобраться в том, что произошло. По поводу типа игрового мира пока не очень понятно. Еще в первом трейлере нам показывали карту мира игры, но будет ли этот мир бесшовным, пока трудно ответить. Четких ответов разработчики еще не дали, но судя по интервью 2018 года, где разработчики планировали сделать мир открытым, но потом ограничились фразой, что в игре будет максимально много разных биомов. Возможно, нас ждет система игрового мира, как в недавней Prey, где было несколько больших локаций, которые были связаны между собой, а главный герой путешествовал между ними и пытался выяснить, что же тут все-таки произошло. Вообще, сюжетный ход с тем, что вы не являетесь участником событий, а начинаете играть роль в сюжете в моменте, где уже все произошло, и по крупицам восстанавливаете цепочку событий, очень любим у создателей Immersive Sim'ов. Вспомнить тот же самый уже упомянутый Prey или прародитель всех Immersive Sim'ов System Shock. Ну или тот же самый BioShock, который был вдохновлен System Shock'ом и разработан под руководством Кена Левина, руководителем разработки второй части. Если вы когда-то играли в любую игру серии BioShock или хотя бы их видели, то при первом взгляде на Atomic Heart можно сразу понять, что перед нами по сути советский BioShock. В BioShock'ах у нас альтернативные реальности, где нам показывают американские утопии, в которых все рассыпалось в пух и прах. В Atomic Heart у нас же альтернативная история, только тут не распался Советский Союз. И действие происходит в передовом советском исследовательском комплексе, где собраны лучшие технологии советских ученых. В последнем трейлере нам показали какой-то всеобщий праздник, очень похожий на Первомай. А в правом углу видим портрет человека, очень похожего на Троцкого, так что, возможно, в этой вселенной его не убили в 1940 году в Мексике. В сюжетах с альтернативной историей мир развивается с нашим по одному сценарию до какого-то определенного момента, а уже потом начинаются расхождения. Так что, возможно, в этой вселенной все пошло по другому сценарию, например, после смерти Ленина. Также в трейлере показали огромные статуи, одна из которых очень похожа на статую Родину Матери. Похожую идею мы видели в том же самом BioShock Infinite, только там была огромная статуя Элизабет. Также и летающие роботы у нас очень похожи на те, что летали по восторгу в первом BioShock. А вот вместо сверхспособностей, вызванных плазмидами в Atomic Heart, у нас есть молекулярная перчатка, которая по сути делает то же самое. В игровых кадрах видно, как она умеет замораживать врагов, подкидывать их в воздух, так что, скорее всего, жарить огнем и электрическим током она тоже умеет. По поводу оружия в игре. Нам показывали, что в игре оружие можно будет крафтить из подручных материалов и модернизировать, вешая на него разные обвесы, а также можно будет и кастомизировать. Показали стрельбу из Калашникова, без которого, кажется, не обходится ни одна отечественная игра. Показали электрическую пушку, которая очень похожа на ту, что есть у Винстона в Overwatch. Но также будет и оружие, которое придется крафтить из говна и палок, а-ля в Fallout 4 или 76. Будет также и оружие ближнего боя. В последнем трейлере видно, как главный герой может крутиться как Акс из второй доты и перемалывать противников. Но больше всего из оружия мне понравилась звездочка. Это палка с циркулярными пилами. Вообще, смотря геймплейные кадры, мне, если честно, не очень нравится сам импакт от огнестрельного оружия и как ощущается попадание. Но эта штука субъективная, и к тому же финальный билд вы еще не видели. Но вот тяжесть оружия передать у них получилось. Вес той же самой звездочки через видеоряд прямо чувствуется. Если вы думали, что если вам не нравится какой-то из типов оружия, то можно будет от него отказаться, то есть, например, играть только с огнестрельным оружием или, например, только с холодным, то, скорее всего, у вас это не получится. Патронов для огнестрельного оружия будет не так уж и много, а холодное оружие расходует выносливость, которая тратится на удары и дэши в сторону. Так что для правильной тактики придется продумывать наперед, каким оружием, кого из противников гасить в первую очередь и комбинировать эти оружия между собой. Из тех противников, что мы уже видели, это всевозможные роботы, обычные андроиды, которые по дизайну напоминают манекены, и одна из последних игр, где встречался подобный дизайн, это Fallout 4, где синты выглядели очень похоже. Вот этот робот из начала трейлера 2022 года очень похож на роботов Гека, которые появлялись в играх серии Metal Gear Solid, только он тут поменьше. При просмотре на огромных роботов шарообразной формы с щупальцами мне в первую очередь вспоминается первая часть вообще суперсемейки, где у главного злодея были примерно такие же роботы. Судя по всему, роботы — это главные противники
противники в игре. И несмотря на то, что в игре будут и другие противники, самыми проработанными и разнообразными будут именно роботы. Все роботы между собой связаны и подключены в единую сеть. Если вы попадаете в поле зрения охранной камеры, то из ближайшего так называемого улья вылетают вот эти как раз таки летающие роботы-пчелы, которые прилетают на место тревоги и начинают чинить уже сломанных вами роботов. 2 года назад разработчики обещали, что система тревоги будет отслеживать вашу активность и уровень шума на локации. И в случае тревоги будут предупреждать системы безопасности соседних локаций, на которых может усилиться уровень тревоги из-за этого, и могут добавиться дополнительные патрули противников, или противники станут, например, более внимательными. Вообще это все звучит достаточно интересно и в теории может повысить реиграбельность, но эта информация была озвучена 2 года назад. Она еще находилась на стадии концепта, и в каком виде она доберется до финальной версии игры и доберется ли вообще, пока что неизвестно. Есть еще 2 группы противников, которые можно увидеть в геймплейных демонстрациях. Это мутанты растения и зараженные ими люди, а также просто мутировавшие люди, часть из которых ведут себя как зомби. А особо серьезные противники уже больше похожи на какие-то сгустки крови. Выглядят они более серьезными и быстрыми противниками и вообще очень сильно напоминают фантомов из недавнего Prey. Вот тут видно на геймплейных кадрах, что в игре будет несколько типов лабораторий с различными специализациями на территории комплекса. И вот возможно в каждом из этих комплексов будет сделан уклон на определенный тип противников. Уверен, что и названия лабораторий не случайны. Лаборатории называются Челомей, Павлов, Вавилов и Сахалин. Челомей — это советский конструктор ракетно-космической техники. Под его руководством были разработаны искусственные спутники Земли, а также он является одним из ключевых создателей ядерного щита Советского Союза. Так что, думаю, именно эта лаборатория ответственна за разработку всех этих сумасшедших и там супертехнологичных роботов на территории комплекса. Вавилов — это ученый-ботаник, и судя по зеленой иконке растений на его лаборатории, именно в его части комплекса мы будем встречать мутировавших растений. И судя по дате в терминале, там написано прям Москва Атомик 1952-1955. И тут либо терминал произведен в этих годах, либо это время действия игры. Вавилов на плакате в игре выглядит значительно моложе, чем он выглядел на портрете в 1933 году в реальном мире. Так что тут 2 варианта. Либо в прекрасном советском будущем изобрели рецепт вечной молодости, либо научились воскрешать людей. Но я думаю, что до релиза мы это не узнаем. Но больше всего мне понравилось сражение с монстром, похожим на фантома из Prey в лаборатории Павлова. Павлов — это создатель науки о высшей нервной деятельности. Если присмотреться на то, как выглядит моб, и сравнить его с нервной системой человека, то у меня сложилось впечатление, что дизайн монстра был явно вдохновлен чем-то подобным. Вот если я угадал и на релизе окажется, что этот моб действительно как-то так получился, то это будет, конечно, очень угарно. Мне вот кажется, что вот все эти комплексы будут рассредоточены по карте, а между ними как раз будут все вот эти локации с деревушками из российской глубинки. Так и то будет смотреться на контрасте интереснее и красочнее. У всех сошедших с ума роботов было какое-то предназначение, и спроектированы они были для определенных задач. Так, например, вот эти вот роботы-ежики, которые ходят стайкой, это не просто плод чьей-то больной фантазии, а роботы, которые используются для опилки деревьев. Мне вот кажется, еще территория между научными комплексами будет заполнена различными промышленными предприятиями, которые создавались для обслуживания этих самых комплексов. Тут сразу же вспоминается дополнение Блюз Старого Мира для Нью-Вегаса, где мы попадали в комплекс к обезумевшим ученым и сражались с роботами и жертвами экспериментов. В дополнение для Нью-Вегаса Блюзом Старого Мира называли людей, которые были настолько погружены в прошлое, что не видели будущего. И эта тема проходила лейтмотивом через все дополнение. 2 года назад разработчики рассказывали, что название игры «Атомное сердце» выбрано не просто так. И в процессе игры мы узнаем, почему название у игры именно такое. Это какой-то вот сюжетный твист. По поводу сюжета ничего не ясно. Разработчики нелинейного сюжета не обещали, но в свое время говорили, что хотят сделать геймплей-песочницу. И вот как раз таки делали ставку на вариативность геймплея, в котором можно будет возвращаться как GTA время от времени для того, чтобы просто поиграться с механиками и посмотреть, что будет. Но мне все-таки интересно, совсем все линейно в плане сюжета будет или нет? Или вот примерно будет на уровне Ведьмака и Киберпанка, где в последнем там хоть и было 3% реплик, которые влияли на что-то, но этот процент все равно не был равен нулю. Вот я после последнего трейлера решил пересмотреть все доступные видеоматериалы по игре, и у меня складывается впечатление, что в Atomic Heart взяли большое количество идей из других проектов, добавили к себе и пропустили их через фильтр советского ретро-футуризма. Тут сошедший с ума искусственный интеллект с автотюненным голосом, как в Portal, робот-шар из суперсемейки, перчатка а-ля Singularity или плазмида из Биошока, зомби, монстры из Prey, да даже персонаж, который одет как новая русская бабка, есть. Даже пистолет из Blade Runner. Короче, есть ощущение, что ребята делали игру по принципу «сейчас или никогда», и просто максимальное количество идей из своих любимых франшиз пытались засунуть в одну игру. И на удивление, пока что все смотрится гармонично и стильно. Стиль у игры просто охренительный. Очень хочется во все это поиграть и уже порассматривать своими глазами.
глазами. Вопросов к игре остается много. Насколько в игре будет интересный сюжет? Что означает фраза «не потеряй разум» из трейлера? Не окажется ли персонаж концовки не тем, за кого его считает зритель, как там в «Острове проклятых», или это означает еще что-то? Но самый главный вопрос для меня — это жанровая принадлежность. Смотря на геймплейные кадры, где можно отвлекать противников, стелсить, четко рассчитывать патроны и кого первым убьешь, а также на возможность носить камеры и перепрограммировать турели, складывается ощущение, что перед нами не просто амбициозный проект от отечественных разработчиков, а полноценный первый отечественный Immersive Sim. Но это можно понять только смотря и слушая рассказ того же самого Макаренкова с 4Game, который ездил в 2020 году к ним в студию и играл там 5 часов, который вот прямо конкретно описывает геймплей во всех подробностях, а в трейлерах можно увидеть только бодрые постановочные бои, различные срежиссированные сценки и красивые кадры. И у меня два предположения, почему так складывается. Первый вариант — это как в случае с Киберпанком, когда игра изначально заявлялась как RPG, а потом, кажется, за полгода до релиза сменила жанр на экшен с ролевыми элементами, потому что, видимо, не успевали сделать больше вариативности и решили не завышать ожидания игроков хотя бы в этом аспекте. Так может и тут элементов иммерсивности будет не так уж и много, чтобы прям полноценно назвать игру Immersive Sim, и поэтому ребята все делают правильно. Второй вариант — это как с недавним Deathloop, когда мы по факту получили рескин Dishonored с небольшой мультиплеерной надстройкой, но массовому игроку игра продавалась как чуть ли не полностью мультиплеерный проект для того, чтобы охватить как можно больше потенциальных игроков. Может и тут Mantfish пытаются заинтересовать игроков прежде всего уникальным визуальным стилем с яркими сценами, а по факту продать им достаточно уникальную игру с необычными механиками в нишевом жанре. Какая из моих догадок подтвердится и в какой мере, посмотрим, скорее всего, этой осенью. Разработчики класса анонсировали не дату релиза, а релизное окно сентября по декабрь, чтобы лишний раз не переносить и не расстраивать игроков. Я очень надеюсь, что у них все получится. Вон они аж Мика Гордона наняли саундтрек писать, человека, который писал саундтрек для Wolfenstein, Дума и Prey. Вот эти игры, вот они максимальные такие референсы для Atomic Heart, так что композитор выбран правильный. Так что будем надеяться, что игра выйдет как надо и найдет свою аудиторию, и у нас появится еще одна известная франшиза наряду со Сталкером и Метро. Я надеюсь, что перед самым релизом они не попадут ни в какой NFT-скандал, не подпортят как-то репутацию и ожидания от игры, а то за последние года полтора все игровое общественное мнение — это буквально пороховая бочка. Но вроде как заявили, что никаких микротранзакций не будет, так что ждем. С небольшим скепсисом, конечно, и опаской, но все-таки с надеждой, что у ребят все получится. Вот такой вот ролик у меня получился. Ставьте лайк, если понравилось. Не забывайте подписываться на Telegram и предлагать свои идеи для следующих роликов или голосовать за уже мною предложенное. Такие вот дела чекайте обязательно. Ссылочки все в описании. Заходите, подписывайтесь, а также если вы здесь впервые, ребят, реально не забывайте подписаться, поставить колокольчик и все уведомления, это очень поможет продвижению канала. У меня на этом все, и до встречи в новых роликах.